Добро пожаловать на второй выпуск с постройка кроссового мотоцикла Минск. Здесь 20 лошадок в этом двигателе. Если кто-то не смотрел предыдущий выпуск, то обязательно переходим, смотрим. Я там устанавливал вилку от японского мотоцикла, рассказывал про планы, поэтому обязательно переходим, смотрим и подписываемся на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. Ну и разумеется, ставим лайкосики. В прошлый раз вы накидали 250 лайков. Давайте в этот раз сделаем X2, 500 лайков и следующий выпуск. Но в этом выпуске мы будем устанавливать спортивное зажигание от КТМ. Вместо такого здорового стандартного зажигания от Минска будем устанавливать такое маленькое от КТМ. Ну и надеюсь, в первый раз запустим этого монстра. Очень надеюсь, что двигатель в более-менее адекватном состоянии, потому что если с ним будут какие-то проблемы, то денег у меня на новый такой двигатель, к сожалению, нет. Это стандартный ротор от Минска, а этот малыш от 50-кубового мопеда КТМ. Сразу скажу, что это не оригинал, а китайская копия Салика. И стоит она, если не ошибаюсь, в районе 900 гривен. В принципе, стандартное зажигание от Минска тоже достаточно неплохое, оно бесконтактное, но, к сожалению, у меня не было коммутатора, катушки зажигания, проводки и некоторых других компонентов. Да и в целом я не очень уверен в том, что статор в хорошем состоянии, ротор, и решил поэкспериментировать и установить это зажигание. И в чем же спортивность этого зажигания, спросите вы? Ну, во-первых, мы снимаем практически килограмм с коленвала. Двигателю будет намного проще развивать свои рабочие обороты, он будет быстрее и реже крутиться. У меня вот этот переходник достаточно толстый, его можно еще облегчить, снять где-то грамм 100, думаю, можно запросто. Но так как у него маленький диаметр, у него инерции сильно не будет, поэтому в этом особого смысла не вижу. Второй факт, для меня он более важный, это ремонтопригодность. Вот так вот выглядит полностью все зажигание с проводкой, со всем от КТМ. У него идет один проводок, датчики, катушка зажигания сразу с коммутатором. И в случае какой-то поломки без проблем можно поменять какой-то из элементов, понять, где поломка. И меняется все очень быстро, легко. В полевых условиях, поэтому это огромный приоритет от зажигания от Минска. Третий пункт это то, что это зажигание изначально заточено под высокие обороты, а этот двигатель будет очень сильно пилиться, он будет работать на очень высоких оборотах, и я не уверен в том, что стандартное зажигание от Минска будет справляться с теми оборотами. Но и я не совсем уверен в том, что китайская копия будет работать так, как оригинал, поэтому это будет для нас небольшой загадкой. С плохим зажиганием на высоких оборотах может идти постоянная дуга, а не отдельные искры. Ну и четвертый пункт это цена. На минское зажигание только коммутатор стоит в районе 500 гривен. Плюс еще катушка, в случае поломки статор, а это зажигание на Алиэкспрессе стоит всего-навсего 900 гривен. Но не все так гладко, как хотелось бы, потому что вот эта вот деталька у токаря стоит в районе 500 гривен, и не каждый токарь возьмется за такую работу, поэтому если у вас появится такая мысль установить такое зажигание, сперва походите поузнавайте у токарей, сколько это будет стоить и вообще сделают или нет. А теперь о минусах. Для меня их вообще нет, потому что я строю кроссовый мотоцикл. Но для вас, скорее всего, будет огромным минусом то, что здесь нет света. То есть ротор вырабатывает только искру. И даже какие-то там поворотники, стопы запитать нереально. Ну что, начинаем. Примерно в таком виде у меня двигатель пролежал около 5 лет. Тряпки в горловине картера и цилиндр отдельно на полочке. Первым делом на плоскостях снимаю остатки старого герметика, делаю новые прокладки и собираю все назад. Особо с прокладками не парился, потому что двигатель собираю временно, пару выездов сделать и потом буду снова разбирать для форсировки. А теперь приступаем к зажиганию. Так как переходник для ротора уже выточил токарь, то мне остается всего сделать планшайбу. Берем старый статор, рисуем с него размеры и вырезаем похожую пластину.
Примеряем. Самый основной момент, чтобы нигде ничего не терлось и чтобы пластина не выпирала за пределы картера. Из-за переходной втулки для ротора статор будет стоять немножечко дальше, чем хотелось бы, поэтому нужны вот такие переходные втулки. Это обычные трубочки, на которые с краю попривариваю гайки. Между статором и ротором засунул пластинки по полмиллиметра, чтобы отцентровать. Ну вот и первая искра. Но есть и очень плохие новости. Цапфа на коленвале очень кривая и весь механизм туда-сюда шатается. Сперва я подумал, что токарь накосячил и криво выточил, но снявши весь механизм, все равно цапфа туда-сюда шаталась. Подгоняем поршень на максимум вверх, потом опускаем его назад на 2 мм, рисуем метки и потом уже от этих меток отталкиваемся. В идеале, чтобы выставить это зажигание, нужен стробоскоп, но у меня, к сожалению, его нет, но Ярик подсказал один хороший лайфхак. Это берем смартфон или какую-то экшн камеру, выставляем на ней большое количество FPS, замедленную съемку, крутим кикстартером и смотрим в этот момент, где находятся метки на роторе. У меня поначалу метка была вообще с другой стороны, я думал, ее может на камере как-то размывает или еще что-то. Потом еще раз прокрутил, получается, на 180 градусов. Получилось запустить этот двигатель, но зажигание было поздним, и двигатель стрелял огнем. Все корректировки, все нюансы я не снимал, но в конечном результате получилось примерно так. Я там в начале видео забыл снять, когда цилиндра не было, что коленвал в масле был. Получается, левый сальник точно под замену. И сейчас, получается, когда запускаю, не хватает бензина. На максимум закрыл заслонку, он запустился, и когда рукой закрыл, он дальше продолжает работать, то есть откуда-то он тянет воздух. Я так понимаю, наверное, с правого сальника. Если есть минсководы в подписчиках, то напишите, в чем проблема. Скорее всего, думаю, наверное, надо менять сальник. Более детально уже буду настраивать зажигание во время первых выездов, тест-драйвов, тогда уже разберусь. И когда я его запускал, он как-то бензином, как по мне, плевало, даже до сих пор тут жирно, я не знаю. Тут же 3-й канал, и может быть это для него нормальная работа, а может и нет. Если нет, то подскажите, в чем проблема, куда копать, чтобы потом можно было это быстро и легко исправить. Ребята, спасибо огромное за просмотр, не забываем поставить обязательно лайк, написать комментарий и, разумеется, подписываться на канал, потому что впереди еще очень много интересных видео. Этот мотор мы в будущем будем пилить очень хорошо будем, выжимать из него все соки, поэтому обязательно подписываемся. До новых встреч!